Всем привет, с вами Red Sprout, и сегодня мы поговорим об оружии в игре The Forest. На самом деле в игре множество оружия и предметов, которые можно использовать для нанесения урона. Чтобы не запутаться во всем этом многообразии, условно разделим предметы на 4 группы. Первая группа – это трэш-оружие. Вторая – это оружие ближнего боя. Третья – это оружие дальнего боя. Ну а четвертое – это метательное оружие. Как всегда в наших экспериментах нам будет помогать алкаш Семен Степанович. Первая на очереди группа – это трэш-оружие. В эту группу входит либо очень странное оружие, либо малоэффективное. Проще говоря, стартовый топорик из самолета будет гораздо мощнее. К этой группе можно отнести камень и его заряженную версию модернизированный камень. Если насчет обычных камней все понятно, они разбросаны повсюду. Наносят большой урон, но долго ими не помашешь, слишком большой расход выносливости. Но вот модернизированный камень – это уже что-то эпичное. Годы опытов и исследований ведущих ученых Сколково дали свои плоды. Теперь вы можете обтянуть алькантарой не только салон вашего автомобиля, но и камень. Инновационный камень крафтится при помощи камня и тряпки. И это еще не все. Раньше нашего красавца можно было покрасить в оранжевый или синий цвет. Но, к сожалению, крафт-краски из игры убрали, и теперь это невозможно. Из дополнительных фич появилось то, что такой камень можно поджечь. Только есть легкая особенность. Персонаж воспламеняется вместе с камнем. То же самое произойдет, если мы подожжем теннисный мяч. А вот если мяч бросить не поджигая, то своим броском вы не сможете добить даже полудохлого воробья. Ну раз мы затронули тему тенниса, то следующее оружие – это теннисная ракетка. На самом деле она не настолько и бесполезна. Ракетка имеет больше очков блока, чем стандартный топорик. Да, она наносит невысокий урон, но скорость, с которой она наносит удары, очень высока. К тому же на взмах таким орудием тратится совсем немного энергии. Бабуля была бы довольна. Таким девайсом можно было бы выбивать ковры за считанные секунды. Ракетку можно улучшить на скорость при помощи перьев и смолы, но урон немного уменьшится. Или увеличить урон при помощи зубов и смолы, или алкоголя и смолы, но тогда ракетка потеряет скорости. Обмотать ракетку тряпкой и поджечь, к сожалению, нельзя. Нельзя также и отбивать теннисные мячи. Это немного странно, так как это ее прямое назначение. Скрафтить ракетку не получится, за ней придется спускаться в пещеру номер 7. Далее по списку палки и кости. Тут говорить особо не о чем. Наносят слабый урон, и использовать их как оружие не стоит. Палку можно улучшить на скорость и урон. Есть смысл улучшить палку тканью, тем самым вы получите факел. У факела очков блока даже больше, чем у ракетки. К тому же им можно поджигать врагов или согреваться от холода. А если факелом или обычной палкой тыкать в землю, то будут появляться мелкие камни или монеты. Еще один представитель оригинального оружия – это лак для волос. Если распылять лак и поднести зажигалку, то получится небольшой огнемет. Им можно зажарить до смерти не только аборигенов, но еще и птиц и животных. Причем урон постройкам от такого оружия наноситься не будет. К сожалению, лак не бесконечен. Найти его можно либо в пещерах, либо в чемоданах. Если вы как T-Rex родились с маленькими ручками, чтобы сходить в туалет, тянете руку из последних сил, но преподаватель вас в упор не видит, то вот эта приблуда должна вам помочь. Также, если вы фанат Брюса Ли, вы сможете разбивать руками предметы без ущерба для собственных конечностей. Форест не был бы Форестом, если бы не было возможности устроить потасовку на ногах.
причем не только на них. Из тела аборигенов при драке можно использовать ноги, руки и головы. Урона от такого оружия крайне мало, зато смотрится очень эффектно. Следующее на очереди оружие, хотя это, наверное, больше щит, в общем, черепаший панцирь. Добывается с черепахи. Наносит очень мало урона. Скорость атаки тоже оставляет желать лучшего. Зато имеет аж 10 очков блока. Защищает не хуже, чем щит Капитана Америки. Панцирем можно блокировать даже удары рукастого. А еще его можно использовать как сани. Поднимаемся на горку и весело улюлюкая мчимся вниз. Далее переходим к оружию ближнего боя. Конечно, стоит начать с топорика из самолета. Это неплохое оружие со средним показателем урона и скорости. Единственное, что в нем плоховато, так это блок. Всего 2 очка. Топорик доступен с самого начала игры. Игрок получает его в самолете из тела стюардессы. Это не единственный топор в игре. Есть еще, к примеру, альпинистский топор. Это не совсем топор, а больше инструмент для лазания по скалистым утесам. Найти его можно в пещере номер 9. Альпинистский топор нельзя улучшить. В отличие от топорика с самолета, наносит немного меньше урона. Но и скорость атаки таким оружием выше. Использовать как оружие нежелательно, так как радиус удара меньше, чем у топорика. Рубить деревья альпинистским топором тоже не получится. Следующий на очереди ржавый топор. Этот топор наоборот более медленный, но наносит больше урона, чем его самолетный аналог. Главная фишка дедовского топора — это 10 очков блока. Другими словами, блокирует урон не хуже панциря черепахи. Рубит деревья за 13 ударов. Это на 4 удара меньше, чем у топора с самолета. Дедовский топор может быть улучшен. Чтобы его найти, придется отправляться в затопленную пещеру. Далее самодельный топор. Это оружие, которое крафтится из одной палки, веревки и камня. Порой его и крафтить-то не нужно, так как им могут быть вооружены аборигены. По всем характеристикам проигрывает ржавому топору. Имеет малый урон, очень медленную скорость атаки, 9 очков блока. Зато, как и другие крупные топоры, лучше сбивает с ног аборигенов. Рубит дерево за 13 ударов. Может быть улучшен. Ну и наконец, мечта всех лесорубов – современный топор. Самый быстрый и мощный среди крупных топоров. Улучшается. Рубит деревья всего за 9 ударов. Уступает ржавому топору только в очках блока. У него 9 очков против 10 у ржавого топора. Чтобы найти этого красавца, придется спуститься в пещеру номер 2. Теперь на очереди дубины. Существует две вариации. Одну носят с собой каннибалы, вторая крафтится игроком из одного черепа и палки. Обе могут быть улучшены. Имеют незначительные отличия в характеристиках. Людоедская дубина медленнее, но наносит немного больше урона. Полностью блокирует атаки, как ржавый топор или панцирь черепахи. Обе дубины наносят очень много урона. И, пожалуй, это лучшее оружие ближнего боя в первые дни выживания. Еще одно оружие, которое вы можете получить в самом начале игры, это непрочное копье. Крафтится оно просто, вам понадобится всего лишь 2 палки. Копьем можно тыкать как в ближнем бою, так и метать вдаль. С собой можно носить только одно, но если скрафтить сумку для копий, то в сумке можно будет хранить уже 5 штук. Из непрочного копья можно скрафтить улучшенное, добавив 2 тряпки и 3 кости. У такого копья повысится урон и скорость атаки.
Если добавить к улучшенному копью тряпку и алкоголь, то мы получим зажигательное копье. На дне карстовой воронки рядом с вертолетом можно найти мачете. Это оружие с высокой скоростью атаки и средним уроном. Минус мачете – это маленький радиус атаки. В один удар срезает палки с кустов и маленьких деревьев. Этим оружием можно даже рубить деревья. Правда, для этого понадобится 17 ударов, как и у топора из самолета. Мачете можно улучшить, но не на поджигание. Блокирует удары, поглощая часть урона, но не дает полной защиты. Похожее оружие – это катана. Урон, скорость атаки и блок у них примерно одинаковые. Отличие в том, что катану нельзя улучшить. Можно нанести яд, но после нескольких ударов он исчезнет, и наносить яд придется по новой. Для одного удара катана требует 7 единиц выносливости, что немало. К примеру, современный топор потребует 7,8 единиц. Но дело в том, что топор намного медленнее и урон наносит больше. Катану можно найти в пещере номер 1. Следующее оружие занимает особое место в игре. Это бензопила. Несмотря на невысокий урон, имеет огромную скорость атаки. Пилит с успехом как деревья, так и аборигенов. Если наступает ночь, а во дворе еще куча непиленных людоедов, не беда. К пиле можно присобачить фонарик при помощи изоленты и гонять голожопых по лесу хоть всю ночь. Минус 1. Пила требует бензин. Найти его можно в канистрах во многих деревнях аборигенов. Чтобы получить пилу, придется наведаться в пещеру номер 3. Теперь переходим к дальнобойным орудиям. Первым по списку, конечно же, идет самодельный лук. Крафтится он просто из одной палки, одной тряпки и одной веревки. Для стрельбы используются стрелы, которые могут быть нескольких видов. Обычные стрелы. 5 штук крафтятся из одной палки и 5 перьев. Костяные стрелы. Имеют повышенный на 40% урон. Для крафта костяных стрел понадобится 1 палка, 5 перьев и 5 костей. Современные стрелы. Имеют максимальный урон среди стрел. Их нельзя скрафтить, можно только найти. К примеру, в желтых ящиках. Кроме того, любые стрелы можно сделать зажигательными или ядовитыми. Для зажигательных стрел нужно добавить тряпку и бутылку алкоголя. Для получения 5 ядовитых стрел добавляем 1 мухомор, или 1 гриб-фонарь, или 4 ягоды жимолости. Любая стрела может сразу же убить аборигена, если попадет точно в голову. Стрелы можно подбирать и использовать повторно. К лукам при помощи изоленты можно прикрепить фонарь. Кроме самодельного лука можно достать и более мощную версию. Современный лук. Имеет повышенный урон и дальность стрельбы, но меньшую скорость перезарядки. Найти такой лук можно в пещере номер 7. Следующее дальнобойное орудие – это рогатка. Крафтится из палки, изоленты и тряпки. Стреляет маленькими камнями. Камней с собой можно носить лишь 10 штук.
Но скрафтив специальный мешок для мелких камней, мы увеличим лимит до 25 штук. Камни можно просто найти под ногами или добыть при помощи палки, просто тыкая ей в землю. Рогатка прекрасно подходит для охоты на животных. А вот аборигенам наносит слишком мало урона, даже при попадании в голову. Зато ей удобно отбиваться от младенцев, не подпуская их на расстояние прыжка. Рогатка, к сожалению, не может быть улучшена. Дальше на очереди сельский туалет, точнее арбалет. Стреляет болтами, урон выше, чем у современного лука, но не намного. Болты к арбалету искать проблемно, это достаточно редкий ресурс. Арбалет практически бесшумен, но имеет очень долгую перезарядку. Чтобы его получить, нужен ребризер, ведь пещера, в которой он лежит, находится на дне под затонувшим кораблем. Теперь поговорим о сигнальном пистолете. На самом деле это отличное оружие, которое можно найти, к примеру, в кабине пилотов или лагере людоедов. Ракета, выпущенная из сигнального пистолета, может поджечь сразу несколько врагов. Поэтому стрелять лучше в группу каннибалов или вообще поберечь ракеты для жутких мутантов. Сигнальные ракеты можно найти, к примеру, в лагере людоедов. Чтобы зарядить, совместите сигнальную ракету и ракетницу. Ну и последнее дальнобойное орудие – это кремниевый пистолет. Это оружие для эстетов. Наносит высокий урон, но патроны к нему – это дефицит. Имеет достаточно долгую перезарядку. К пистолету можно прикрепить фонарик при помощи все той же изоленты. Нет смысла собирать эту пушку с первых дней выживания, так как она собирается из 8 частей, которые спрятаны в тайниках по всему полуострову. Поэтому на сбор этого оружия уйдет уйма времени. Финальная глава нашего видео будет посвящена взрывчатке и коктейлю Молотова. Молотов прекрасно подходит для уничтожения как обычных аборигенов, так и жутких мутантов. Крафтится из бутылки алкоголя и тряпки. В инвентаре помещается до 9 коктейлей. Перед тем как бросить коктейль, его стоит поджечь. Кстати, если враг уже горит, в него можно кинуть и неподожженный молотов. Эффект будет одинаков. Огонь от коктейля может поджечь кусты и небольшие деревья. Может использоваться в ловушках. Теперь переходим к более взрывоопасному, к примеру, к динамиту. Это полноценная взрывчатка, способная уничтожить животных, аборигенов, жутких мутантов, деревья и завалы. Перед броском стоит поджечь фитиль. Если вы подожгли фитиль, не спешите бросать динамит. В руках он не взрывается. А вот если динамит попадет в огонь, будь то костер или пламя от коктейля Молотова, то он взорвется. Динамит нельзя скрафтить, и встречается он редко, поэтому его лучше приберечь для сильных врагов. Найти динамитные шашки можно как в пещерах, так и на поверхности в деревнях каннибалов. Динамит не улучшается. Одновременно с собой можно носить до 5 шашек. Последняя взрывчатка – это бомба и ее модификации. Бомба – это самодельная взрывчатка, которая взрывается через 4 секунды после броска или установки. В отличие от динамита, ее нельзя найти, а можно только скрафтить. Крафтится из бутылки алкоголя, микросхемы, монет, наручных часов и изоленты. Если добавить к бомбе смолу, то получится липкая бомба. Такая взрывчатка липнет к любой поверхности при попадании. Другими словами, попав такой бомбой в мутанта, она к нему прилипнет.
и уже точно никуда не укатится. Тем самым нанесет максимальный урон. Максимум можно с собой взять 5 бомб, вне зависимости липких или обычных. Ну и финальная модификация, а по совместительству и самая мощная взрывчатка, это мозговзрыватель. Проще говоря, бомба, помещенная в голову каннибала. Для крафта нужна бомба и, соответственно, голова. Носить с собой можно только одну такую бомбу. Данный вид бомбы летит недалеко и чаще всего откатывается. Это все оружие, которое я смог найти в игре на текущий момент. Пожалуйста, напишите в комментариях, каким оружием пользуетесь именно вы и какое считаете самым лучшим. Если вам понравилось видео, ставьте лайк и подписывайтесь. С вами был Red Sprout, всем удачи, всем пока.